данном ролике мы рассмотрим ряд мероприятий в случае, если вы залили свою клавиатуру. В данном случае механическую. Кофе, энергетиком и, конечно же, пивасиком. Вот такая ситуация, ребята. Прошу не повторять. Надеюсь, вы отнесетесь к этому с юмором. В общем, залили мы клавиатуру механическую. Сейчас покажу, как это быстренько исправить, чтобы она впоследствии работала нормально. Про пивасик, ребята, я тоже пошутил. Не нужно пить пивасик, чтобы заливать им клавиатуру. Лучше занимайтесь спортом. А пивасик в мусорку. Да и энергетик тоже. Заливал я клавиатуру несколько раз, и последствиями данного залива было то, что клавиатура, например, наполовину переставала работать на некоторое время. Также залипали кнопки в случае, если жидкость была липкой, к примеру, чай или кофе. В этом случае проблема еще оставалась, даже если ее высушить, кнопки залипали. Вы нажимаете, кнопка остается там. Еще раз напомню, это механическая клавиатура, не мембранная. В случае с мембранной, мембранную нужно разбирать. Данную клавиатуру разбирать полностью не придется. Для исправления данных последствий нам понадобится фишка, которая достает кнопки, что-либо спиртосодержащее. В моем случае это тройной одеколон, стоит копейки. Также еще у меня есть салфетка, чтобы протереть панель дезинфицирующая, щеточка любая, фен. Обычный для волос сойдет. Итак, первым делом снимаем кнопки, которые попали в зону поражения залития. С помощью фишки для снятия кнопок. Желательно, кстати, я не сказал, отключить клавиатуру из USB. В моем случае я не отключил, но лучше отключить. Еще раз говорю. В общем, снимаем все необходимые кнопки, берем фен и просушиваем до полного высыхания, чтобы не осталось влаги. Далее, когда вы просушили всю клавиатуру и она больше не влажная, берем что-либо спиртосодержащее, хорошо обмакаем щеточку и промакиваем кнопки. Можно даже пожирнее, ничего страшного, что туда попадет спиртосодержащая жидкость. Наоборот, даже лучше. Я так делал несколько раз, то есть залил, поставил кнопки на место, попользовался. Через некоторое время опять они начали залипать, видимо, еще не все туда убралось. Опять снимаю кнопки и заново делаю такую процедуру. И так в течение нескольких дней клавиатура вернулась в свое нормальное положение, все кнопки стали работать как работали. Также хочу обратить ваше внимание на такие кнопки, как пробел, либо же другие достаточно большие, например, Shift. Здесь есть помимо основной кнопки нажатия дополнительные крепежные. Вот они тоже могут залипать при залитии, поэтому их тоже нужно обработать таким способом, как я описывал выше. Я знаю, что методики устранения заливания слишком банальные, и в принципе каждый мог бы догадаться об этом сам, но все же не судите строго. Цель ролика была показать, направить вас, как правильно устранить заливание клавиатуры, последствия имею в виду, вернуть ей работоспособность, а также внести в ролик немножко юмора, что вы заметили выше. Спасибо всем за внимание.